Привет всем, добро пожаловать обратно на этот канал. Надеюсь, вы все здоровы и счастливы сегодня. Какая правда оказалась настолько сильной, что заставила Чингука заметно потрястись? Неделями ходили слухи о внезапном отъезде Ким Тэхёна из Лос-Анджелеса, инциденте, который шокировал фанатов и вызвал множество вопросов. Теперь Тэхён впервые сам высказался, раскрыв истинную причину своего внезапного ухода. Объяснение не только шокировало ARMY, но и потрясло его самого близкого друга, Чингука. Тайна началась с того, что должно было стать историческим моментом – воссоединение участников BTS после нескольких месяцев разлуки, связанных с военной службой и сольными проектами. Встреча в Лос-Анджелесе была наполнена улыбками, смехом и слезами радости, когда камеры снова запечатлели 7 мужчин вместе. Однако атмосфера резко изменилась, когда Тэхён встал и без предупреждения ушел. Зал затих. Участники выглядели обеспокоенными, а реакция Чингука, широко раскрытые глаза, сжатые губы, словно сдерживая слова, быстро стала самым популярным видео за последние несколько дней. В связи с инцидентом повисла тишина. HYBE, агентство BTS, не прокомментировало ситуацию. Тэхён хранил молчание. Чингук также воздержался от прямых комментариев. Это молчание породило бесконечные теории в социальных сетях. Фанаты и СМИ строили догадки о скрытых конфликтах, эмоциональном стрессе или разногласиях с руководством. Однако ни одно из этих предположений не могло подготовить никого к тому, что в итоге подтвердил Тэхён. В тщательно подготовленном заявлении во время частного интервью, которое быстро распространилось по всему миру, Тэхён объяснил, что его решение покинуть Лос-Анджелес было не спонтанным всплеском эмоций, а скорее осознанным актом, вызванным глубоким разочарованием. «Я ушел, потому что мне нужно было защитить свой голос», — сказал он. Он признал, что бывали ситуации, когда молчание казалось предательством не только ему, но и тем, кто в него верил. По словам Тэхёна, суть проблемы заключалась не в конфликте с участниками группы, а в несогласии с некоторыми решениями HYBE относительно расписания и творческого направления группы. Он подчеркнул, что его любовь к BTS и братьям осталась неизменной, но он не мог продолжать пребывать в ситуации, противоречащей его принципам. Его слова были спокойными, но в то же время пронзительными. Он изобразил артиста, дошедшего до точки истощения от окружающей его системы. Многих, особенно Чингука, удивила глубина эмоций, стоявших за признанием Тэхёна. Источники, близкие к группе, сообщили, что Чингук, один из самых близких друзей Тэхёна, был глубоко тронут этим признанием. Говорят, он был расстроен тем, что Тэхён был настолько загнан в угол, что ему пришлось уйти таким драматичным образом. Эмоциональная реакция Чингука была очевидна в его коротком посте в социальных сетях. Звездочка, иногда самую суровую правду говорят те, от кого мы меньше всего этого ожидаем, и когда это происходит, все меняется, звездочка. Этот короткий пост вызвал шквал реакций среди армии. Некоторые восприняли его как выражение восхищения Чингуком смелостью Тэхёна публично выступить против HYBE. Другие же увидели в нем грусть Чингука от того, что от него тоже скрыли правду. Как бы ни трактовали это, очевидно, что эмоциональные потрясения Чингука напрямую связаны с решением Тэхёна высказаться. Это откровение тем более значимо, что оно меняет представление об отношениях BTS с менеджментом. Годами фанаты беспокоились о давлении, которому подвергается группа в рамках глобальной стратегии HYBE. Компания сделала BTS мировыми культурными иконами, но этот успех часто сопровождается изнурительным графиком и ограниченной личной свободой. Решение Тэхёна высказаться усиливает эти опасения, заставляя СМИ и поклонников задуматься о том, насколько BTS действительно контролирует свою карьеру. Эта ситуация также вновь разожгла дебаты о психическом и эмоциональном здоровье айдолов в К-поп-индустрии. Хотя BTS часто хвалят за открытое обсуждение вопросов психического здоровья, решение Тэхёна покинуть Лос-Анджелес демонстрирует, что даже самые известные группы в мире не застрахованы от системных проблем. Тот факт, что Чингук, которого часто считают самым стойким, отреагировал так бурно, лишь подчеркивает личный и болезненный характер этой ситуации. Международные СМИ быстро осветили эту историю как столкновение творческой честности и корпоративной власти.
Западные СМИ приветствовали откровение Тэхёна как смелый поступок, знак сопротивления и редкую возможность заглянуть в тайные тяготы жизни мировых икон. В Корее освещение событий было более осторожным, хотя некоторые инсайдеры индустрии признали, что это может стать поворотным моментом в отношениях BTS с HYBE. Однако многие вопросы остаются без ответа. Какое конкретно решение подтолкнуло Тэхёна к катастрофе? Как долго он лелеял это разочарование? Знали ли остальные участники всю историю или были так же шокированы, как Чингук? И самое главное, что это означает для полноценного возвращения BTS после службы в армии? ARMY, как обычно, сплотились вокруг участников, посылая Тэхёну и Чингуку ободряющие послания. Многие утверждали, что честность Тэхёна следует приветствовать, а не критиковать, и требовали от HYBE больше прозрачности и приоритета благополучия своих артистов. Однако со временем становилось все более очевидно, что многие версии, окружающие этот инцидент, не соответствуют действительности. Громкие заявления о том, что HYBE вынудили Тэхёна действовать или что Чингук был опустошен шокирующей правдой, не соответствовали официальным заявлениям, подтвержденным хронологическим данным или достоверным свидетельским показаниям. Во-первых, ни Тэхён, ни HYBE не подтвердили официально, что его уход из Лос-Анджелеса был вызван конфликтом с руководством. Хотя изначально информационный пробел заполняли домыслы, разъяснения нескольких инсайдеров показали, что график Тэхёна в Лос-Анджелесе был гораздо сложнее, чем сообщалось изначально. Его уход был связан скорее с личными и организационными вопросами, чем с протестом. Во-вторых, выражение лица Чингука в тот момент было интерпретировано как шок и горе, хотя контекст имеет решающее значение. Кадры с разных ракурсов показали, что Чингук был просто удивлен внезапными переменами. Фанаты, присутствовавшие на мероприятии, даже отметили, что атмосфера за кулисами оставалась теплой и поддерживающей, без каких-либо признаков конфликта между участниками группы. История ухода Тэхёна и шока Чингука стала вирусной не из-за фактов, а потому, что она соответствовала драматическому сюжету, в который многие хотели верить. На самом деле BTS неоднократно подчеркивали свою связь и преданность друг другу, ценности, которые явно не соответствовали слухам о расставании. Социальные сети сыграли важную роль в усугублении этого недопонимания. Короткие видеоролики без контекста широко распространялись, снабжались провокационными заголовками и в конечном итоге стали международными новостями. Этот цикл преувеличения превратил незначительный момент в глобальный скандал, превратив распространенную версию истории в вымысел, а не факт. Когда Тэхён позже объяснял свою позицию, его слова были осторожными. Он говорил о защите своего голоса и трудностях плотного графика, но никогда не обвинял HYBE в правонарушениях и не намекал на разлад с участниками группы. К сожалению, СМИ расчленили это заявление и переосмыслили его в сенсационном ключе. Короткий пост Чингука был искажен, чтобы представить его как открытую критику менеджмента, хотя на самом деле это было скорее личным размышлением. Опасность подобного рода ложных историй заключается в их влиянии как на артистов, так и на фанатов. Для BTS, построивших свою карьеру на честности и доверии, ложные истории могут подорвать доверие. Для ARMY эмоциональное бремя веры в то, что их айдолы страдают от конфликта интересов, очевидно, тяжело. На самом деле не было никакого драматического раскола, никакой серьезной ссоры или скрытого предательства. Был лишь момент недопонимания, который в социальных сетях превратился в глобальную ложную историю. На самом деле Тэхён ушел раньше из-за проблем с расписанием, Чингук был просто шокирован, а HYBE предпочли промолчать из уважения к личной жизни. Это совсем не похоже на сенсационные заголовки. Урок, который следует усвоить, таков: в глобальном мире фандома каждый шаг анализируется, каждое молчание вызывает подозрения. Без контекста и проверки домыслы легко превращаются в дезинформацию. Ответственность лежит не только на СМИ за точность информации, но и на фанатах и широкой общественности за осторожность в подобных историях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Помните, каждая история, которую мы обсуждаем, это не только о BTS, но и о значении дружбы, борьбы и смелости оставаться верным себе. Надеюсь, это видео подарит вам новый энтузиазм, вдохновение и чувство единения как одной большой семьи.
Не забудьте оставить комментарий ниже, ведь ваш голос очень много значит, а также поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли вместе пройти через все удивительные истории. Увидимся в следующем видео. Пусть вас всегда будут благословлены здоровьем, счастьем и безграничной любовью.